Всем привет, с вами Мистер Ганс, и это канал Мистер Ганс Онлайн. Сегодня я хочу рассказать вам о разнообразии яиц для призыва астромонов, как и где их можно получить. Всего в игре есть 17 разновидностей яиц для призыва. Лишь одно из 17 яиц не призывает астромонов. Оно необходимо для получения стихийных глимов, с помощью которых можно увеличивать эволюцию астромонов. Они являются как бы прямой заменой астромонам, но предназначены только как материал для эволюции постихийно. Получить их можно, выполняя задания, сражаясь на аренах и приобретать их в магазине. Остальные же 16 разновидностей яиц предназначены именно для призыва разных астромонов. С помощью яиц призвать можно от 1 до 5 звезд астромонов любой стихии. Начнем по порядку. Яйцо призыва от 1 до 3 звезд любого элемента, кроме света и тьмы. Получить вы его можете при прохождении любых локаций и за победу над любыми боссами. Высокой ценности оно не несет, и максимум, что вы получите с такого яйца, с минимальным шансом, это 3-звездочного мона. Такие яйца всегда будут храниться у вас на складе в ожидании. Следующее яйцо призыва от 2 до 4 звезд любого элемента, кроме света и тьмы. Получить его можно так же, как и предыдущие, при прохождении любых локаций. Это яйцо уже может порадовать вас неплохим шансом 4-звездочным моном, но в основном вы будете получать монов 2 и 3 звезд. Можно также копить эти яйца до момента их надобности. Далее поговорим о самом часто используемом яйце призыва от 3 до 5 звезд любого элемента, кроме света и тьмы. Эти яйца я рекомендую либо покупать в магазинах, либо же фармить на Оверлорде, на последних этажах. С небольшим шансом, но попутно с этим вы будете получать камни для эволюции. Эти яйца самые ходовые, и открывать их я рекомендую особенно в период фестивалей, если с Смарт-стадии не убрали повышенный шанс призыва во время фестивалей. Именно с этих яиц в основном новички получают своих первых монов для начальных команд, если, конечно, не призывают 10+1 на фестах. Но сильно заниматься фармом этих яиц я не советую. Вы будете их получать попутно, выполняя задания, участвуя в жизни гильдии и сражаясь на аренах. Следующие яйца похожи на прошлые, но отличаются тем, что они имеют определенный элемент астромона, которого вы с них получите. Призыв также от 3 до 5 звезд, отдельные яйца огня, воды и земли. С них выше шанс получить 5-звездочного астромона, потому что мон будет выбираться именно с одного элемента. Но проблема в том, что получать их вы будете гораздо реже, нежели другие яйца. Их также можно приобрести в магазине, либо они могут выпасть вам с боссов. Но я не советую их покупать, все-таки шанс на высший призыв не так велик, чтобы тратить на них ресурсы. Далее идет яйцо, которое похоже на самое первое. Призыв также от 1 до 3 звезд, но уже только светлых или темных астромонов. Их вы будете получать просто проходя локации или сражаясь в любых подземельях. Но эти яйца в основном дадут вам только монов с локации, либо тех, которых вы навряд ли будете использовать. Поэтому данные яйца будут скорее пылиться у вас на складе, до момента, когда вам понадобятся моны для фьюза или коллекционных эволюций. Следующее яйцо самое ненавистное для многих, у кого проблемы с удачей. Призыв от 3 до 5 звезд светлых и темных астромонов. Но чаще всего вы будете получать 3-звездочных астромонов, которых у вас на складе будет огромное количество, причем повторных. Возможно, вам повезет, но я не рекомендую покупать их в магазинах. Их стоимость не окупается тем, что вы получите. Вы также будете получать их за выполнение различных заданий, но реже, чем хотелось бы. В редких случаях вам улыбнется удача получить 4 или 5-звездочных астромонов. Следующие два яйца – это призыв от 4 до 5 звезд светлых и темных астромонов. Эти яйца можно только купить в магазинах за разную игровую валюту. С этих яиц вы чаще всего будете получать 4-звездочных монов, в редких случаях 5-звездочных. Но стоимость таких яиц очень высока, и покупать их даже раз в месяц удастся далеко не каждому. Далее идет яйцо призыва от 4 до 5 звезд любого элемента, кроме света и тьмы. Его вы будете получать за прохождение разных особых подземелий, с фестов и выполняя задания. Также его можно приобрести в магазине, но покупать его не советую. Шанс того, что вы получите 5-звездочного мона, очень мал. Следующее яйцо можно получить, участвуя в фестивале. Призыв от 4 до 5 звезд любого элемента. С этого яйца можно получить хороших монов, но получить их можно только когда проходит фестиваль, и то количество яиц, которое вы получите, зависит только от вас. Шансы на получение светлых и темных монов меньше, нежели для других стихий. Далее идет яйцо, которое дают в качестве подарков. Призыв 4-звездочных светлых и темных астромонов. Купить его можно только за деньги в магазине донатных пакетов, но я рекомендую ожидать его в виде подарка.
Следующее идет яйцо призыва пятизвездочного астромона всех стихий, кроме света и тьмы. Его вы можете получить на фестивале или купить в магазинах за игровую валюту. Сразу скажу, что героических модов 5 звезд из этого яйца вы не получите. А как раз со следующего яйца призыва 5 звезд для всех элементов можно получить героического пятизвездочного астромона. Оно является эксклюзивным, и его вы получите только участвуя в фестивале. Поэтому копите алмазы и тратьте только на фестивалях. Иначе к нетерпеливым мастерам не придет госпожа удача. Ну и последнее яйцо призыва 5 звезд любого элемента. Его также можно получить только на фестивале, но с него вы можете получить всех астромонов любого элемента. Конечно, шанс выпадения света и тьмы гораздо ниже, нежели у стихий. Надеюсь, вам будет полезна эта информация. В целом при призыве яиц нельзя полагаться на шансы, это все только удача. Ну и на этом я заканчиваю разбор яиц для призывов. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Для подписчиков шанс выпадения пятизвездочных астромонов на 10% больше. Ну а с вами был мистер Ганс. Всем удачи, всем пока.